Всем добрый день, друзья! Я очень рада приветствовать вас на своем канале «Вяжите вместе со мной». Сегодня я хочу предложить вам связать вместе со мной вот этот легкий весенний полувер. Этот полувер я буду вязать из пряжи Alize Angora Gold. Состав 20% шерсти и 80% акрила. Первый раз буду вязать из этой пряжи, ничего пока сказать не могу, как она будет себя вести при вязании, как в носке, ничего не могу вам пока сказать. На ощупь она, конечно, такая, на первый взгляд, мягкая, пушистая, не знаю, будет колоться или нет. Я уже начала вязать, за кадром вот связала несколько сантиметров. Вяжу я на круговых спицах, размер спиц 6 миллиметров, так как полувер у меня будет вот такой вот прозрачный. Вяжу я этот полувер регланом сверху. Набрала сначала 109 петель. Одна петля у меня для замыкания в круг. Связала резинкой 1 на 1, то есть одна лицевая, одна изнаночная, 3 ряда я связала. Затем я начала распределять все петли таким образом. Значит, распределяю петли на реглан. Значит, начала я вот здесь с первой регланной линии. Значит, поставила маркер. Затем одна петля у меня лицевая, следующая еще поставила маркер. Вот таким образом я отделила первую регланную линию. Затем у меня 13 петель, вот здесь вот 13 петель лицевыми я провязала, поставила маркер. Затем опять одна петелька, это линия реглана будет, и затем снова маркер. После этого перед я отделила, провязала 39 петель. Это у меня будут петельки, которые пойдут наперед. Затем опять маркер, одна петелька регланная линия, лицевая петелька и маркер. Следующие 13 петель у меня идут рукава. 13 петель я провязала лицевыми, затем маркер, лицевая петелька отделила регланную линию, регланная линия и снова маркер. И осталось у меня еще 39 петель. Вот таким образом я после того, как провязала у горловины 3 ряда резинка 1 на 1, я распределила вот таким образом петельки. Теперь я продолжаю вязать только лицевыми петельками. Сейчас я вам рядочек покажу, как я прибавляю петли. Прибавляю я петли через один ряд. Итак, как же я прибавляю петельки? Значит, перед маркером я из протяжки буду вязать лицевую петельку. Поднимаю протяжку и вот так вот скрещенной петелькой провязываю лицевую. Затем маркер перекидываю. Регланная линия у меня идет лицевой петелькой. Опять маркер перекидываю. Поднимаю протяжку и провязываю лицевую петельку. Дальше все петельки вяжем лицевыми. Вяжу я, еще раз хочу сказать, на спицах 6 миллиметров, размером 6 миллиметров. Вяжу очень слабо, потому что у меня планируется полувер такой воздушный. Хочу, чтобы он получился. Носить под него будем маечку. И вот вяжу очень слабо. Доходим снова до маркера. Так, это я сейчас провязываю петли рукавов. Вот у меня вот это расстояние, это рукава. Доходим до маркера, поднимаем протяжку и из нее добавляем одну петельку.
переснимаем маркер. Следующая петля лицевая у нас без изменений, провязываем ее. Затем опять поднимаем протяжку и опять провязываем лицевую, добавляем лицевую петельку. И затем вяжем дальше до следующего маркера все петельки лицевыми. И вот таким образом доходите до конца ряда. Следующий ряд провязываете без прибавления, только лицевыми петельками. Следующий ряд опять прибавляете, то есть прибавляете петли через один ряд. И вот таким образом я буду вязать регланную линию до тех пор, пока у меня вот от горловины, я потом померяю, у меня, значит, вот эта регланная линия должна составлять, я думаю, примерно где-то 24 сантиметра. Ну, в процессе вязания я буду мерить и посмотрю, сколько сантиметров. Может быть, больше провяжу, может быть, маленько поменьше 24. Ну, пока планирую 24 сантиметра. Итак, я провязала регланную линию нужной мне высоты. Вот у меня 24 сантиметра, как я и планировала. Теперь мы с вами приступим переснимать все петельки рукавов на нитку. Вот с одной стороны один рукав я уже сняла. Теперь покажу вам, как я это делаю. Я провязала до следующего рукава. Вот петли все у меня были лицевые. Так, затем вот эту последнюю петельку до маркера я также провязываю, маркер снимаю и делаю теперь 4 петли мне нужно набрать на подрезы. Я с этой стороны набрала 4 петельки и с другой стороны набираю таким образом, делаю петельку и затягиваю. 1, 2, 3, 4. Остальные петли я от этой регланной линии, вот лицевая петелька, до следующей лицевой я снимаю на иголку. Беру иголочку, нитку вдеваю и начинаю вот так эти петельки снимать. И таким образом дохожу до конца. Так, я все петельки пересняла на ниточку. Теперь здесь я эти два конца нитки завяжу, там где у меня рукав, чтобы ничего у меня не снялось. Ну, просто беру вот так вот, завязываю на узелочек с бантиком. Вот что у нас теперь получилось. Вот рукав один, второй. И теперь мы с вами продолжим вязать нашу кофточку, наш полуверчик по кругу, только лицевыми петлями. И вот так вот вяжем. Продолжаем вязать теперь по кругу. Только длину нашего полувера вяжете столько, сколько вам нужно, какую длину вам необходимо. Теперь начинаем с вами вязать рукава. Во-первых, переснимаем все петельки с ниток на спицы. Берем одну спицу и аккуратненько с ниточки переснимаем все петельки. Итак, я пересняла все петли с нитки на спицу. У меня здесь получилось 65 петель. Теперь я буду поднимать петельки
И вот это расстояние, чтобы у меня соединилось в круг. А здесь я планирую поднять 10 петелек. Каким образом я буду это делать? Я беру ниточку, вставляю хвостик сантиметров 10, так вовнутрь его помещаю. Потом, когда я закончу вязать, я эту ниточку здесь закреплю. Итак, вот я завожу спицу под вот эти вот две ниточки кромочные и вот так вот делаю петельку. Затем через следующие. Но здесь я сделаю таким образом, чтобы не было у меня дырочек. Вот посмотрите, вот петелька образуется. Вот в эту петельку лучше вставлять спицу и вытягивать нитку, чтобы не было дырочки. И затем в следующую также так вот раздвигаете. Вот видите эту петельку. Вот и вытягиваете ниточку. Вот. Так, у нас 3 получилось. Следующее 4, 5. И вот таким образом поднимаете до конца. Так, вот 10 петелек я подняла. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я теперь хочу отметить середину, найти здесь середину, то есть 5 петелек. Это у меня будет начало ряда. Я отмечу пока вот таким маркером, а потом уже, когда буду вязать, я круговой маркер сюда вот колечко повешу. Итак, я отделяю 5 петелек, чтобы мне потом не потерять начало ряда. Так вот. И дальше можно продолжать вязать рукав. Вяжем рукав по кругу лицевыми петельками, так как мы вязали с вами всю нашу кофточку. И вот таким образом вяжем лицевой гладью по кругу наш рукав. В процессе вязания я буду делать несколько убавок. Ну, я думаю, наверное, 3-4 убавки я сделаю. Итак, я связала уже один рукав полностью. Длина рукава у меня получилась от подмышки 26 сантиметров. Значит, ширина рукава у меня 21 сантиметр. В конце рукав я закончила резинкой 1 на 1. Провязала так 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядов и закрыла все петельки. Сейчас я буду довязывать второй рукав. Он у меня уже тоже практически готов. Вот осталось связать резинку, и полуверх будет готов. Останется спрятать ниточки и постирать его. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. Друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на мой канал, вяжите вместе со мной, вяжите по моим мастер-классам. До новых встреч!